Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Тема сегодняшнего видеоролика – это цветочные будни. Но прежде чем приступить к данной теме, давайте сделаем небольшое отступление. Вы, наверное, заметили, что в последних видео мы на камеру не показываем, как добавляем в грунт к своим растениям микоризообразующий препарат. Это связано с тем, что в нашей группе Telegram появилось много обращений участников, которые после просмотра видео покупают микоризу в ближайших садовых, цветочных магазинах, добавляют в грунт к своим растениям. Какое-то время все хорошо, все прекрасно. Далее цветок начинает чахнуть. На листиках появляются желтые пятна. При извлечении растения из горшка выясняется, что корни сгнили. Прежде чем применять любой препарат, а тем более микоризу, изучите информацию о нем, что он из себя представляет. Очень много информации на нашем форуме. Даже есть отдельная тема, где участники делятся своими неудачными опытом использования микоризы, опять же, в цветочных магазинах, выкладывает фотографию тех или иных препаратов. В Википедии много общей информации. Но в конце концов, если вы хотите попробовать, можете заказать микоризу в нашей группе Telegram. Ту микоризу, которую мы используем уже давно, и мы, и участники нашей группы, которая зарекомендовала себя с положительной стороны. Ну, а вообще, что сказать еще? Антуриум отлично растет и без микоризы, при соблюдении, соответственно, всех условий содержания. Микориза, это просто как дополнительный бонус, как подушка безопасности для антуриума. Поэтому, если вы не уверены, то лучше отказаться от приобретения непонятного препарата. Переходим к основной теме нашего видеоролика. Итак, у нас два растения. Начнем с вот этого. Это пенек, который участвовал в одном из видеороликов, где мы обрезали верхушку и отсаживали отдельно пенек. Вот он, видите, маленький пенечек. Вот. Со временем этот пенек дал детку. Детка маленькая, но вполне такая симпатичненькая. Сейчас мы хотим эту детку отсадить. Вот так как детка уже довольно-таки большая. Грунта в этом горшочке недостаточно. Грунт быстро пересыхает. Отследить время полива это довольно-таки проблематично. К тому же сам пенек, он со временем начнет гнить. Может начать гнить. И это негативно опять же скажется на этой маленькой детке. Так как давайте эту детку вытащим из горшка. Посмотрим, что у нас там есть. Если честно, очень даже интересно. Вот. Сколько корешков у нас. Ой. Вот что у нас получается. Корешков совсем, кстати, и немного. Я что-то рассчитывала, что их будет гораздо больше. Вот. Отсюда, видите? Вот корешочек маленький. Но все равно, тем не менее, мы детку будем отделять. Сейчас уберем сухие чешуйки отсюда. И попробуем ее аккуратненько отделить. Оп, упала. Ну вот, смотрите, корешок, который у нее нарос, вот он. Мы сохранили. Опять же, здесь у нее идут, видимо, также вот маленький воздушный корешок. Не знаю, вам видно, не видно. Вот, вот он, вот он, вот он. Совсем маленький. И такую детку мы посадим в отдельный горшочек. Вот. Что касается пенька. Давайте посмотрим пенек. Пенек, в принципе-то, еще вот зеленый. Опять же, убрать эти чешуйки можно, сухие. И посадить его в грунт. Здесь убрать, видите, подгнивает чуть-чуть у него. Вот.
это все убрать, аккуратненько его очистить. И также можно оставить в грунте, посмотреть, возможно, он и даст еще детки новые. Ну, если уже нет, то, по крайней мере, одна у нас точно есть. Сейчас я почищу все это, покажу, что у меня получится. Пенек я почистила. Вот что у меня получилось. Мы считаем, что этот пенек также можно использовать для дальнейшего наращивания деток. Грунт старый мы убрали, добавили свежий и садим пенек. Используем грунт второго состава. Не забывайте, после замачивания обязательно надо его отжимать, чтобы мокрый грунт не попал в горшочек к вашему растению. Так, это лишнее уже будет. Так, пенек посажен. Сверху остается только натянуть пищевую пленку, обычную пищевую пленку, и сделать отверстие для вентиляции сверху. Далее наш детеныш. Мы его будем садить вот в этот горшок. Ну да, согласна, конечно, горшок великоват для этого растения, но, во-первых, мы будем садить на самое дно только, и грунта не так уж и много будет в горшке. Ну и во-вторых, это растение Сергей решил забрать себе для дальнейшего доращивания. А как известно, он любит только большие горшки. Отжимаем опять грунт. Подсыпаем аккуратненько. Вот. Оп. Смотрите, как симпатично получилось. Прям такой маленький детеныш. Вот в горшочке. Опять же сверху будет натянута пищевая пленка. Сделаны отверстия для вентиляции. И эти растения будут поставлены под хорошее освещение. Все, что им надо, это хороший свет. А нам остается только наблюдать за их развитием. Следующий Антошка попал к нам по случаю. Обратите на него внимание. Листики какие сухие листики. Вот. Вся причина, опять же, в грунте. Не знаю, видно вам, нет? Сейчас попытаюсь показать. Грунт совершенно сухой. Сухой грунт дает вот такой результат. На листьях появляются желтые пятна, листья начинают желтеть. Нижние, посмотрите, совсем вот усохли. И когда такое растение показывает в той же группе Telegram, спрашивает, а что происходит с моим растением? Начинается гадание. То вредитель, то нехватка питания, то еще что-нибудь. А вся причина это в сухом грунте. Я понимаю, что вы боитесь перелить растение, чтобы это не вызвало загнивания корней. Поэтому как-то доводите до того растения, что оно не то, что у вас перелито, оно у вас просто пересушенное. А это тоже неправильно, это нехорошо. Вот в таких горшочках маленьких грунт очень быстро пересыхает. Поэтому, если вы боитесь перелива, возьмите, просто опрыскайте его обычным вот водой. Вот смотрите, мы сейчас опрыскаем. Пройдет буквально пару минут. Мы вытащим растение из горшка, и грунт будет влажный. Вот такого опрыскивания будет вполне достаточно. Видите, грунт уже влажный. Сейчас я не знаю, конечно, ждать долго мы не будем вытаскивать. Но вот, как видите, я уже начала убирать. Он уже довольно-таки пропитался влагой. Ну, давайте вытащим. Посмотрим, что у нас есть. Вот видите, грунт влажный. Поэтому, как говорится, опрыскивания будет вполне достаточно. И вы не... Так, корешки хорошие, как видите. Грунт второго
состава. Вот здесь один гнилой корешок. Сейчас мы его удалим. И полностью, наверное, не будем убирать грунт с корней. Сухую тоже часть. Оп. Вот эту часть, видите? Я сейчас попытаюсь вот здесь вам показать. Вот. Сейчас мы его уберем. Вот сухие, вот видите, подгнившие корни. Здесь уже и не разберешь, то ли они сгнили, то ли они усохли. Вот. Далее корешки у нас хорошенькие. Грунт очищать полностью не будем. В таком виде и посадим растения. Горшочек, как обычно, на дно грунт второго состава. Аккуратненько погружаем сюда растения. И досыпаем. Грунт не забывайте отжимать обязательно. Видите, вода текет. Это уже мокрый. Вот хорошо отжали, насколько сил хватает. Этого достаточно. Вот. Досыпали. Все. Отличненько. Растения посажены. Сверху мы натянем опять же пищевую пленку. Итак, растения наши посажены. Это пенек в надежде на новый рост, на новых веток. Детка от этого пенька симпатично так выглядит. И антошка с пересушенным грунтом. Все растения посажены в грунт второго состава. Сверху натянута пленка. Это сделано для того, чтобы создать стабильную влажность и стабильную температуру. Теперь растения будут отправлены в тепличку, где очень хорошее освещение. А нам остается только наблюдать за их ростом и развитием. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Приходите на форум, задавайте вопросы. Мы всегда рады вам ответить. Всего вам доброго.